Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Сегодня я приготовлю голубцы. Существует множество рецептов данного блюда. Я же приготовлю сегодня голубцы по-азербайджански в классическом варианте, то есть заверну говяжий фарш в капустный лист. Друзья, пока я буду делиться своим рецептом и опытом приготовления голубцов, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра! Мне понадобится говядина, чуть-чуть курдюка, капуста. Для голубцов рекомендуется использовать рыхлую капусту, круглозерный рис, болгарский перец, помидор, репчатый лук, белый базилик. Его можно заменить на фиолетовый, соль и пряности. Я сегодня использую куркуму, имбирь, черный перец и паприку. Не советую заменить куркуму на карри, так как карри перебьет запах всего остального. Перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео. Итак, отделяю листья от кочана. Как я уже говорила, для голубцов рекомендуется использовать рыхлую капусту. К сожалению, мне не удалось найти идеальную рыхлую капусту, и пришлось взять то, что есть. А почему рекомендуется именно рыхлая капуста? Да потому что у рыхлой капусты листья снимаются очень легко, одним легким движением руки. Для меня это сегодня не вариант, поэтому надо быть очень и очень осторожной, чтобы капустные листья не порвались. Для того, чтобы они не рвались, чуть-чуть надрезаю их вдоль ребра и отделяю листья по половинке. Советую сразу много листьев не снимать и тем более все листья сразу не ошпаривать, чтобы потом не ломать себе голову вопросом, а куда же деть лишние листья. Сегодня мне пришлось ошпарить всего один лист вдогонку к остальным. Для ошпаривания листьев кипячу воду в кастрюле, насыпаю туда соль и закидываю по несколько листьев капусты. Оставляю листья в горячей воде на 3, максимум 5 минут. Достаю из кастрюли и откидываю в дуршлаг. При этом не обязательно, чтобы они проварились. Как только замечаю, что листья стали чуть-чуть вялыми, достаю их из кастрюли. Ведь листьями еще придется довариться вместе с мясным фаршем, и при этом они должны не развариться. Так, идем дальше. Пока ошпаривались листья, я готовила начинку. С помидоров снимаю кожуру, из перца удаляю семечки. Затем мелко нарезаю их и добавляю в фарш. Туда же кладу прокрученный в блендере лук, сухой базилик, пряности, соль, рис, мелко нарезанную свежую зелень и все хорошенько перемешиваю. Отмечу маленькую тонкость. Мясной фарш у меня был уже готов. Как и многие хозяйки, я не люблю каждый раз возиться с перекручиванием 300-400 грамм мяса, а сразу перекручиваю пару килограмм, расфасовываю фарш по контейнерам и пользуюсь, когда надо. Ведь это удобно и экономично. Друзья, хочу привлечь ваше внимание к двум ингредиентам. Болгарский перец и сухой базилик не просто делают голубцы душистыми, а придают им незабываемый, просто волшебный аромат. Если в вашем регионе нет белого базилика, то можно заменить его на самый обычный фиолетовый. Тоже вкусно получится. Если вы до этого не пробовали, то обязательно попробуйте. Я вам настоятельно рекомендую включить эти два ингредиента в голубцы. Все, фарш готов, а к этому времени листья немного остудились. Окончательно снимаю с капустных листьев
ребро. Несмотря на то, что кастрюля, в которой буду сегодня варить голубцы с толстым дном, я застеляю дно кастрюли ребрами от листьев и раскладываю на них голубцы. Перехожу к основному этапу приготовления голубцов, а именно заворачиваю в фарш капустный лист. Какого размера делать голубцы – выбор каждого. Я делаю их длиной примерно в 7 сантиметров, а ширина соответствует длине примерно 4 сантиметра. Вот так кладу мясной фарш на капустный лист и закручиваю. При этом одну сторону голубцов оставляю открытой, а дальше, как на конвейере, закручиваю мясной фарш в капустный лист и кладу в кастрюлю. Друзья, как я уже говорила, сегодня я готовлю голубцы по-азербайджански в классическом виде. Я закручиваю фарш с говядиной в капустные листья. Но говядину можно заменить на баранину, на мясо птицы. Также в виде фарша можно использовать разные овощи. На голубцы сверху надо положить какой-нибудь легкий груз. Я для этого использую блюдце. Переворачиваю блюдце и кладу на голубцы. В кастрюлю заливаю кипяток так, чтобы вода покрывала голубцы. Если вы хотите получить чистые голубцы без пенки, то советую наливать в кастрюлю именно горячую воду, а не холодную. Кастрюлю с голубцами ставлю на средний огонь. После снятия первой пенки убавляю огонь до ниже среднего и варю примерно 1,5 часа. По ходу иногда заглядываю в кастрюлю, чтобы убедиться, что все в порядке. Голубцы сварились, и я подаю их на стол. Вуаля! Необычайно вкусные, ароматные и достаточно легкие в приготовлении голубцы готовы. Попробуйте приготовить голубцы для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. И на удивление многим хочу отметить, что благодаря богатой витамином С и фолиевой кислотой капусте голубцы способствуют улучшению мозговой активности. Так что готовьте на здоровье. Всем приятного аппетита! Друзья, я была рада поделиться своим рецептом голубцов. А как вы готовите голубцы? И что вы используете в виде фарша? Мясо, птицу или овощи? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам.
Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!